Приближаемся к перевалу Кату-Ярык. Впереди по курсу виднеется долина реки Чулышман. Перед спуском же должны какие-то площадки быть. Приехали на перевал Кату-Ярык. Здесь мы заночуем. Один из водопадов, коих тут великое множество. Со смотровых площадок открываются шикарные виды на каньон реки Чулышман. Но все ощущение труднодоступности и грандиозности рассеивается, как только замечаешь обилие турбаз внизу и спускающиеся седаны по серпантину перевала. Хотя и понимаешь, что не все они смогут вернуться своим ходом. Кату-Ярык – это перевал в Алтайских горах на территории Улаганского района Республики Алтай. Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман. Проложен он в склоне горы и легко проходим для полноприводных машин. Переднеприводные относительно спокойно могут проехать только в одну сторону – вниз. Подняться зачастую они самостоятельно не могут, поэтому стоит адекватно оценивать свои силы. Начали спуск с перевала Кату-Ярык. До 1989 года автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было. Жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой или же водным путем через Телецкое озеро, пользуясь всеми преимуществами внедорожника, а именно включив пониженный ряд в раздаточной коробке, переключив селектор АКПП в положение 2, я начал спуск с перевала. Включенная пониженная передача позволяет крайне эффективно использовать торможение двигателем. Когда машина начинала набирать скорость, я просто включал первую передачу, переключив селектор в положение L. Таким образом, мне практически не приходилось нажимать педаль тормоза во время спуска с перевала. А вот на кроссоверах или седанах, которые не могут эффективно тормозить двигателем, нужно быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не перегреть тормоза, иначе спуск может закончиться плачевно. Главные опасения были насчет наличия мест для пропуска встречных машин. Так как карманов было в избытке, то все обошлось. Вроде. Перед нашим приездом на Кату-Ярык на перевале случился сход грунта на дорогу, и перевал был перекрыт для движения. За ночь завал был расчищен. Не позавидуешь тому автомобилю, который попадет под камнепад. Долго ли, коротко ли, пропуская встречное авто, мы спустились с перевала и поехали по дороге, которая проложена рядом с рекой Чулышман. 2 days later. Впереди предстояло еще одно испытание как для пассажиров, так и для автомобиля – подъем в перевал Кату-Ярык. Вновь включив пониженную, я начал подъем. Если при спуске с перевала можно перегреть тормоза, то при подъеме на него есть риск перегреть коробку передач либо двигатель, особенно если система охлаждения в неудовлетворительном состоянии. Подъем на перевал, как я и ожидал, не составил никаких проблем для моего Прада. По пути встречались стоящие автомобили. То ли у них перегрелись моторы, то ли просто люди любовались видами. Поскольку помощи никто не просил, поэтому мы лишний раз не останавливались. Все-таки перевал Кату-Ярык место опасное.
возможны внезапные осыпи и прочие неожиданности. Поэтому хотелось покинуть его поскорее. Все же лучше смотреть на него со стороны.